Великая пирамида, она же пирамида Хеопса, она же пирамида Хуфу, это технически сложное сооружение, построенное для удержания, накопления и сжижения газа, состоящего из сверхатомов Р-12. Изображение процесса выхода из центра Земли сверхатома Р-12 мы видим на спинке кресла Тутанхамона. Это парадный трон фараона Тутанхамона из гробницы в Фивах XIV века до нашей эры. Спинку трона украшают фигуры фараона и его жены, выгравированные на золотом листе со вставками из самоцветов – серебра, фаянса и цветного стекла. Это расшифровка тайного смысла изображения со спинки трона фараона Тутанхамона. Сверхатомы Р-12 добывались с помощью пирамиды, построенной в определенном месте на поверхности Земли. Попадая в пирамиду, они все еще стремились лететь от слабой для них Земли в космос. При суточном вращении Земли менялось и направление полета сверхатомов Р-12, и они блуждали в пирамиде, как в ловушке, словно запечатанный в бутылке сказочный джин, передавая свою движущую силу на стены и потолок коридоров пирамиды, периодически попадая в камеру царя. В какой-то момент времени при суточном вращении Земли направление полета сверхатома Р-12 совпадало с направлением на вершину пирамиды. Именно в этот момент происходило совпадение направления главного вектора симметрии сверхатома Р-12 с потолком камеры царя. Летящие вверх от Земли сверхатомы Р-12 создавали огромную подъемную силу вверх, которая передавалась дальше от плит перекрытия потолка камеры царя на блоки разгрузочных камер, расположенных над камерой царя. Получается, что гравитационная сила Земли действует одновременно на все блоки пирамиды, а уже блоки пирамиды, в свою очередь, удерживают сверхатомы Р-12. Кроме того, пирамиду можно рассматривать как емкость определенного объема. Чем выше был столб газа, состоящего из сверхатомов Р-12, летящих строго вверх от Земли по направлению главного вектора асимметрии и упирающихся в потолок камеры царя, тем выше было давление в верхней точке этого газового столба. При этом восходящем давлении нижних слоев сверхгаза Р-12 на более верхние слои в замкнутой сверху камере царя создавалось огромное давление сверхгаза Р-12, и сверхгаз Р-12 переходил в сверхжидкость Р-12. При дальнейшем повороте Земли сверхатомы Р-12 меняли свое направление полета внутри пирамиды, сохраняя при этом направление главного вектора асимметрии Р-12 относительно внешних сил Вселенной на созвездие Близнецов. Камера царя была изолирована от основного объема пирамиды и главной галереи, регулируемыми заслонками предкамеры, которые периодически закрывали вход в камеру царя при повороте пирамиды относительно направления главного вектора асимметрии сверхатома Р-12, не давая вылетать накопленным в камере царя сверхатомом Р-12. Мы знаем, что атмосферное давление на Земле создается гравитационным притяжением молекул воздуха к Земле. И это гравитационное давление, величина которого зависит от высоты столба газа или жидкости. Чем выше столб атмосферного газа, тем больше давления создает он у поверхности Земли. Атмосферный столб давит на 1 квадратный метр земной поверхности с силой, равной весу 10-тонного груза. Такое же нарастание давления наподобие атмосферного столба происходит в газовом столбе, состоящем из сверхатомов Р-12, с единственным отличием – максимальное давление будет создаваться в самой верхней части газового столба, упирающейся в потолок камеры царя. Согласно закону Паскаля, если в закрытом сосуде создавать давление газа,
то это давление равномерно распределяется по внутренней поверхности сосуда и равномерно передается по всем направлениям во все точки газа без изменения, без градации давления. Да, пирамида – это закрытая емкость, но не надо забывать, что максимальное давление газового столба создавалось только под потолком камеры царя. Атмосферный газ не имеет ограничения стенками сосуда и создает распределение, растекание давления по условно рассматриваемым слоям атмосферного столба, по так называемым гравитационным горизонтам, с равным значением давления в каждом бесконечно тонком слое гравитационного горизонта. В пирамиде сверхгаз R12 тоже создавал подобие атмосферного столба с распределением давления по бесконечно тонким слоям внутри пирамиды. Есть множество каналов, шахт, галерей, по которым давление газа, состоящего из сверхатомов R12, передается в конечный пункт, верхнюю точку пирамиды. Расчет площади потолка камеры царя производился с учетом огромной подъемной силы сверхатомов R12 вверх, в критический пиковый момент поворота пирамиды по направлению главного вектора асимметрии сверхатома R12. Зачем нужна камера царя? Ведь концентрировать сверхгаз можно было прямо в главной галерее. Это нужно было делать в целях безопасности всей пирамиды. В пик направленности главного вектора асимметрии сверхатома R12 ровно на потолок камеры царя при повороте всей пирамиды, находящейся на вращающейся Земле. Чем больше будет расчетная площадь потолка камеры царя, тем большее количество сверхатомов R12 одновременно будет соприкасаться с потолком камеры, и тем большее конечное давление будет создаваться под потолком камеры царя, и тем большее количество сверхатомов R12 будет переходить в сверхжидкость. Строителям пирамиды хотелось во что бы то ни стало увеличить количество добываемой сверхжидкости R12, но увеличить количество добываемой сверхжидкости за счет увеличения площади потолка камеры царя выше расчетного было опасно из-за риска разрыва пирамиды изнутри. Расчетная площадь потолка камеры царя была первичным фактором защиты пирамиды от разрушения, подъема блоков пирамиды вверх. Вторичным фактором, обеспечивающим безопасность процесса сжижения сверхгаза R12, сверхжидкости R12, являлись вентиляционные шахты. На рисунке они обозначены зеленым цветом. Эти шахты сообщали нижнюю часть помещения камеры царя с атмосферой Земли. Выше вентиляционных окон камера царя абсолютно замкнута гранитными стенами и потолком, что позволяет создать огромное внутреннее давление сверхгаза R12, состоявшего из сверхатомов R12, стремящихся лететь вверх от Земли. Таким образом, вентиляционные шахты не давали скопиться под потолком избыточному количеству сверхатомов R12 и не давали поднять давление в верхней точке камеры царя выше расчетного. Конечно, эта мера предосторожности была необходима только в пик направленности вершины пирамиды на главный вектор асимметрии сверхатома R12, при котором в камере царя создавалось огромное давление сверхгаза R12. Таким образом, при строительстве пирамиды важно было учитывать следующие факторы. Во-первых, высота расположения камеры царя относительно главной галереи пирамиды определялась из расчета высоты столба сверхгаза R12, необходимого для создания критического давления перехода сверхгаза R12 в сверхжидкость R12. Чем выше был расчетный столб сверхгаза R12, тем большее подъемное усилие вверх могли создать сверхатомы R12, упираясь в потолок камеры царя, и тем больше количество сверхатомов могло накапливаться в камере царя в момент их перехода в сверхжидкость.
Чтобы сдержать повышенное выше расчетного подъемное усилие сверхатомов Р-12 на блоке перекрытия потолка камеры Царя, пришлось бы увеличивать количество блоков пирамиды, расположенных выше камеры Царя, а строить пирамиду еще выше очень сложно. Во-вторых, для увеличения выхода сверхжидкости, конечно, можно было увеличить площадь потолка камеры Царя, но и в этом тоже есть свои ограничения. Чем будет больше площадь потолка, тем большее количество сверхатомов Р-12 может одновременно соприкасаться с потолком, тем больше будет их подъемная сила, и тем больше давления они создадут на блоке пирамиды, действуя по направлению снизу вверх от Земли. Создание критического давления на плиты потолка камеры Царя происходит в миг поворота пирамиды вершиной по направлению главного вектора асимметрии сверхатома Р-12. Получается, что площадь потолка камеры Царя, как и допустимая высота столба сверхгаза, определяется исходя из отношения суммарного веса блоков пирамиды, расположенных выше потолка камеры Царя, к суммарной подъемной силе всех сверхатомов Р-12, участвующих в процессе сжижения. И никакой металлический бак, емкость, свободно стоящая на поверхности Земли, не смогла бы удержать сверхатомы Р-12, летящие строго вверх по направлению главных векторов асимметрии. Использование же пирамиды для сбора и накопления достаточно большого количества сверхатомов Р-12 и удержание их от полета от Земли дало возможность создавать в верхней точке потолка камеры Царя давление газового столба сверхгаза Р-12, необходимое для перехода его в состояние сверхжидкости. Проникающая способность сверхатома Р-12 огромна. В считанные секунды он способен проходить сквозь всю Землю, не задерживаясь ни в одном из слоев Земли. Но есть исключение из правила. Все дело в самом веществе, удерживающем сверхатом Р-12, а вернее в структуре его кристаллической решетки. А если быть еще более точными, во взаимной векторной направленности соединения атомов в кристаллах данного вещества, гранита. Попадая в центр кристалла гранита, сверхатом Р-12 застревает в центре схождения некомпенсированных векторов атомов кристалла, используя их силу для компенсации своих свободных векторов асимметрии, требующих компенсации. Чтобы создать емкость, пригодную для накопления сверхатомов Р-12 в виде газа, необходимо насытить внутренние стенки гранитной камеры, то есть все кристаллические связи гранита, сверхатомами Р-12. Удерживаемые внутри гранита сверхатомы Р-12 создадут подобие второй сетки, состоящей из сверхатомов Р-12 с их фиксированным положением в пространстве относительно кристаллических связей гранита. Сверхгаз Р-12, находящийся внутри гранитной камеры, не сможет пройти через вторую сетку, состоящую из таких же сверхатомов Р-12, и будет оставаться внутри камеры, продолжая насыщать собой гранитные стенки камеры. Эффект сетка в сетке будет существовать только при условиях постоянного испарения сверхатомов Р-12 из центра Земли и попадания их в гранитную камеру Царя. Как только испарение прекратится, остатки сверхатомов Р-12 вылетят из кристаллов первичной гранитной сетки блоков камеры Царя, и он превратится в обычный гранит. Значит, удерживать постоянно в кристаллах гранита сверхатомы Р-12 не получится. Но концентрированную сверхжидкость можно хранить под крышками саркофагов. Условия хранения будут все те же. Пока в саркофаге есть сверхатомы Р-12, они пропитывают с внутренней стороны саркофага кристаллические решетки гранита и не дают свободно испаряться основной массе сверхжидкости Р-12. Размещать саркофаг в камере Царя не имеет смысла,
Ведь проще, чтобы сверхжидкость R12 постоянно сливалась по специально сделанному для этой цели центральному желобу главной галереи вниз из пирамиды.